Друзі, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні пропоную вам окреме відео з докладним приготуванням здобного дріжджового тіста, випічка на якому виходить пухка, м'яка і довго не черствіє. В коментарях я обіцяла показати все, що я видалила, вирізала із приготування тіста в минулому відео. Це рулетики з повидлом, бо виходило воно дуже довгим. А всі ці дрібнички, гадаю, допоможуть вам замісити гарненьке тісто. Перед вами все те продукты, которые понадобятся для теста, а точное их количество я, как всегда, указываю в рецепте, найдете его под видео в описании. Здесь у меня 4 средних яйца, один желток из них я отделила для смазывания рулетиков, добавила к нему 3 чайные ложки воды, хорошо перемешала и затянула пленкой, чтобы он не засыхал. У меня яйца домашние, желтки жирные, поэтому добавляю воды больше. Если у вас магазинные, то достаточно будет 2 чайных ложек. Не разводите его сильно, тогда колеровка выпечки будет яркая и красивая. В миску для замеса выливаю теплое молоко. Температура 30, максимум 35 градусов. Лучше, конечно, 30. Летом сильно подогревать его не надо. Добавляю прессованные дрожжи, чайную ложку сахара. Из общего количества все это хорошо перемешиваю до его растворения. Можете заменить сухими, но берите сухие активные. Они хорошо выдерживают длительное выбраживание, обминки, также хорошо поднимают сдобное тесто, а взять их надо в 2,5 раза меньше, чем прессованных. И 200 грамм муки, тоже из общего количества. Вымешиваю до однородности. Вот такая вот получается опара, консистенция густой сметаны. Накрываю пленкой и отставляю где-то на 20-25 минут. За это время опара хорошо подойдет, а я приготовлю остальные продукты. К яйцам добавляю соль, пол чайной ложки набираю с горкой, по весу это 4 грамма. Или наберите чайную ложку без горки. Сахар вместе с ванильным, сливочное масло, я его немного подогрела. Вообще все продукты для дрожжевого теста должны быть комнатной температуры, тогда оно хорошо и быстро подходит. И столовую ложку растительного масла, здесь 2, но одну оставляю для вымешивания теста. Все это хорошо перемешиваю и жду, пока подойдет опара. Иногда спрашиваете в комментариях, можно ли сливочное масло в дрожжевом тесте заменить растительным. Конечно, можно, только берите его на 20% меньше, потому что растительное это сплошной жир, а в сливочном есть еще и сыроватка. Но не забывайте, что сливочное масло придает тесту сливочный вкус. Особенно, когда мы замешиваем пасхальную выпечку, добавляем его много. Это сказывается на вкусе. За 25 минут вот так вот хорошо подошла опара. Посмотрите, как запузырилась. Выливаю сюда сдобу, выбираю все это продукты и перемешиваю с опарой до полного соединения. И высыпаю сюда муку. Беру меньше, чем указано в рецепте. Немного оставила. Если она мне понадобится, то, конечно, добавлю. Чтобы тесто не забивать мукой, не замесить его плотным, тогда выпечка получится пышная и вкусная. Тесто еще не вымесилось, неоднородное, но чувствуется, что оно еще очень мягкое и липкое. Поэтому добавляю немного муки, совсем чуть-чуть, из той, которую оставляла. И продолжаю вымешивать. Еще вот растительное масло. Все вымешиваю рукой. Обливаю тесто. Тесто должно получиться средней консистенции. Вернее, я бы сказала, даже средне-мягкое. Буду делать из него рулетики. Это почти то же самое, что и пирожки. То есть тесту не надо сохранять рисунок или форму, поэтому замесить его можно более мягким. На стол высыпаю оставшуюся муку, на нее тесто. И помесить его надо, как обычное дрожжевое, около 10 минут. Это я говорю о вымешивании на столе. Дрожжевое тесто любит, чтобы его помесили. Оно тогда получается более эластичное. Выпечка на нем более пышная. Конечно, если мука качественная, с хорошей клейковиной. Если она у вас слабая, то чем больше будете месить, тем более мягким будет становиться тесто и просить все больше и больше муки. Не спешите вмешивать всю муку, добавляйте ее по чуть-чуть, вот только подпыляйте коврик и продолжайте вымешивать.
Таким образом тесто хорошо вымесится, а муки понадобится меньше. И замешивайте так, как вам удобно. Сразу его порастягивайте, а потом вот таким вот образом, просто придавливая к столу, переворачивайте и снова придавливайте. Вот этой частью ладошки. Так тесто тоже продолжает вымешиваться, но меньше растягивается и не так сильно прилипает. Вот такое получается тесто. Посмотрите, текучее. Видно, что мягкое, но не очень липкое. Немного остается на пальцах. Продолжаю вымешивать, и в процессе эта липкость совсем уйдет. Тесто останется мягким, но не липким. Для удобства коврик можно смазать немного растительным маслом, чтобы не добавлять лишнюю муку. Ну вот так вот и достаточно. Сейчас я его округлю. Посмотрите, какое красивое тесто. И в конце, я это часто показываю на своих видео, тесто можно отбить. Отбиваю его со всех сторон, не сильно ударяя. В основном заканчиваю замес вот таким вот образом. Тогда, когда тесто очень мягкое. При вымешивании оно прилипает к рукам, а после отбивания становится, можно сказать, вообще не липким. Но можно отбивать и такое тесто. Хуже оно от этого точно не станет, только лучше. Посмотрите, как выгладилось. Остается таким же мягким, но можно сказать не липким. Я его придавливаю, и оно не прилипает к рукам. Миску смазываю маслом, тесто тоже. Накрываю и оставляю для подъема. За 40 минут вот так вот хорошо подошло тесто. Коврик я не смазываю маслом, тесто жирное, оно не прилипнет. Посмотрите, какое воздушное, очень мягкое, пузырится. Делаю обминку, снова подкатываю в шар, возвращаю миску, накрываю и оставляю на такое же время при комнатной температуре. Я ему не создаю особых условий. Сейчас лето, жарко, подойдет и так. Тесто подходило такое же время. Коврик немного смазываю растительным маслом. Хорошо поднялось, пышное, воздушное. Оно уже полностью готово. Поэтому делите его на нужные вам порции и выпекайте пирожки, рулетики, пироги. Оно хорошо подходит как для выпечки с начинкой, так и для булочек. Готовьте с удовольствием, пусть ваша випічка буде вкусною і красивою і приємного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мій труд. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого.